Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы часто слышите от меня, что сегодня у нас очень крутое видео. Однако сегодня у нас реально очень крутое видео. В нем я собрал все самые ожидаемые продолжения фильмов, начиная с 2020 года. Прям вот самые сливки собрал. А некоторые сиквелы, которые я нашел, стали неожиданностью даже для меня. Поэтому, если есть какой-то крутой фильм, продолжение которого вы надеетесь увидеть, этот ролик именно для вас. Однако фильмов оказалось так много, что со временем мне придется выпустить вторую часть, поэтому не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Погнали! Ну что ж, начнем сразу с козырей, а козырь у нас это Уилл Смит и целых 5 продолжений фильмов с его участием. Для начала «Я Легенда 2». Вот уж поистине ожидаемое продолжение. Вторую часть, имеющая кассовый успех картина, могла увидеть еще в 2008-м. Фильм мог стать как приквелом, так и сиквелом, как с Уиллом Смитом, так и без него, или даже полным перезапуском истории. Как заявили создатели, они никогда не рассматривали создание второй части на основе альтернативной концовки, хоть она и давала для этого предпосылки, а вот идея клонирования главного персонажа казалась им возможной. Однако на данный момент уже известно, что в будущей ленте мы увидим, как разрушалась цивилизация еще до событий первого фильма, то есть это будет приквел. На фоне этого участие в фильме Уилла Смита кажется весьма сомнительным, да и сам он говорит, что не желает превращаться в актера, снимающегося в основном в продолжениях. Но все же никаких официальных заявлений нет, все может быть. Дальше «Я, Робот 2». Об этом фильме известно еще меньше, чем о предыдущем, однако то, что он есть и сценарий пишется, уже хорошо. Кстати, в отличие от «Я Легенды 2», сиквел этой ленты Уилл Смит, по его словам, ждет и хотел бы вновь вернуться к своей роли. Не за горами и вторая часть картины о супергерое, который не только не носит маску, но и достаточно небрежен в своих героических действиях. Да-да, это «Хэнкок 2». Этот необычно ведущий себя супергерой понравился людям, поэтому продолжение ждут многие с нетерпением. Однако никаких точных дат или сведений о фильме нет, но он выйдет и на том спасибо. А вот о третьей части «Плохих парней» известно побольше. Лента должна выйти в 2020-м, плюс известно, что Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернутся к своим ролям. Стоит также отметить, что это будет первый фильм серии, который снимет не Майкл Бэй. Ну а закрывает шествие Уилла Смита сиквел недавнего, необычного и весьма дорогого проекта Netflix «Яркость 2». Кому-то фильм понравился, кому-то не очень, однако необычный взгляд на всякого рода сказочных существ меня подкупил, и я с радостью посмотрел бы продолжение. К своим ролям вернутся Уилл Смит и Джоэл Эдгертон, второй, кто не узнал, играл орка, напарника Смита. Неплохая такая подборочка, однако впереди еще интересней, к примеру, «Грань будущего 2». Не то чтобы я не ожидал увидеть сиквел этого фильма, но история выглядела завершенной, да и кассовые сборы ленты были слабоваты. Несмотря на это, вторая часть активно разрабатывается. Круз и Блант свое участие не подтвердили, но скорее всего к своим ролям они все-таки вернутся. Дата выхода не раньше 2020-го, ну и остается только ждать. Заждались мы и сиквела «Константина». Первая часть вышла еще в 2005-м и была крутой, без разговоров. Однако миссия Джона Константина еще не окончена. На этот раз он должен будет остановить высших демонов, которые нашли способ попасть на небеса и теперь планируют и вовсе уничтожить все Царство Божье. Еще до выхода первой ленты Киану Ривз сказал, что в продолжении не снимется, однако пару лет спустя передумал, заявил, что хотел бы увидеть новый фильм с ним же в главной роли. Я знаю, что многие также ждут «Война миров Z2». Этот фильм и вправду давно уже должен был выйти, еще в 2017-м, да все никак. А после того, как режиссер Хуан Байона предпочел снять «Мир юрского периода 2», лентой и вовсе перестали заниматься. Сейчас же студия возобновила работу, ищет свободное время, чтобы привлечь Брэда Питта, и думаю, вскоре увидим. Как сообщает синопсис, после событий первого фильма люди живут в защищенном от зомби месте. Вакцина, которая работает как своего рода камуфляж, как оказалось, действует только 36 часов. Всемирная армия не смогла разгромить полчища зомби. Хуже того, планету охватили политическая напряженность. Военные группировки стран мира грозят друг другу войной. В это время блестящий вирусолог создает воздушно-капельный вирус Е29, который заставит зомби атаковать друг друга. Лаборатории всего мира ждут образец, но доктор внезапно исчезает. Джерри путешествует по миру, чтобы найти ее и выяснить, что произошло. Не правда ли интересно?
Далее, по сценарию у нас Шерлок Холмс 3, и судя по рейтингам, этот фильм ждут чуть ли не больше всего. Эту картину также неоднократно откладывали из-за занятости Роберта Дауни-младшего во вселенной Марвел. Однако сейчас заявленная дата выхода фильма 2020 кажется весьма реальной. Свое участие в ленте кроме Роберта также подтвердили Рэйчел МакАдамс и Джуд Лоу. И если фильм и вправду намерен выйти 25 декабря, он схлестнется в неровной битве за зрительский интерес со второй частью «Аватара», которая запланирована на 17 декабря. Но об этом чуть позже. Сейчас «Индиана Джонс 5» и предполагаемая дата выхода 2021. Режиссером числится Стивен Спилберг, а образ культового героя вновь воплотит Харрисон Форд. Так что нас ожидают новые безумные приключения и нескончаемые интриги, чему мы, конечно же, очень рады. Часто в комментариях меня спрашивали о продолжении «Живой стали». Фильм будет, да, но когда неизвестно. Вернется ли Хью Джекман, также неизвестно. Лента находится на ранней стадии разработки, не будем заострять на ней внимание. Главное, что она будет. Поговорим лучше о возвращении Робокопа. Как вы помните, в 2014 уже предпринималась попытка перезапустить серию, мягко говоря, неудачно, и создатели решили пойти по пути нового Терминатора. После того, как переосмысление истории не получилось, создатели возвращаются к истокам. Подобно будущему Терминатору, где будут проигнорированы все фильмы, что вышли после Судного дня, создатели Робокопа также решили забыть о ленте 2014 и просто продолжить фильм 1987 года. Посмотрим, что с этого выйдет. А вот какой фильм топа мы увидим раньше остальных, так это Малефисента 2. По идее, сиквел должен появиться на свет в конце мая 2020 -го. В картине мы увидим Анджелину Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг, Эда Скрейна и многих других. Это будет прямое продолжение фильма 2014 года. Дальше у нас Люси 2. Лично меня первая часть не впечатлила. Может из-за того, что я терпеть не могу Скарлетт Йоханссон, но сиквела я не жду. Тем не менее, лента здорово окупила потраченный на нее бюджет. Для европейского фильма это очень здорово. Да и к тому же, после того, как провалился Валериан и Город Тысячи Планет, убытки нужно чем-то восполнять, не на Такси 5 же надеяться. В общем, желаем Люку Бессону удачи и двигаемся дальше. Трон 3. Вот только не говорите, что вы ждали третью часть. Лично я уже успел позабыть про этот фильм. 8 лет прошло как-никак. Предположительно, продолжение может исследовать концепцию жизни и смерти в виртуальном мире, то есть есть шансы на возвращение героя Джеффа Бриджеса. Однако никакой конкретики нет. В актерском составе на данный момент числится лишь Джаред Лето, и тот, по слухам, он же один из продюсеров. Вот такие вот дела. Да, кстати, раньше Малефисенты может выйти G.I. Joe бросок Кобры 3. Запланирован фильм на 26 марта 2020 -го. Однако о ленте ничего пока не известно, ровно так же, как и о второй части Судьи Дредда. Неясно, выйдет ли сиквел вообще, ведь скоро на экранах появится сериал «Судья Дред Мега Сити». Заменил ли сериал фильм или это отдельная история, пока не ясно. Лента все же числится в графе релиза в студии, а значит сказать о ней я обязан. Конечно же, говоря о самых ожидаемых фильмах, нельзя не вспомнить об «Аватаре». Если верить рейтингам, именно эта лента является самым ожидаемым фильмом в истории кино. Да-да, не третий или четвертый «Мстители», а именно «Аватар 2». Касательно актерского состава, Кэмерон заявил, что к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Зои Салдана и Стивен Лэнг. Из новых Кейт Уинслет, Джованни Рибизи, Уна Чаплин, Дэвид Юлис, Клифф Кёртис и другие. Сюжет расскажет о событиях, произошедших через несколько лет после событий первой части. Джейк Салли, который после принятия образа Аватара становится предводителем народа Нави, берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов Земли. Теперь ему есть за кого бороться, с Джейком его возлюбленная Нейтири, а если верить слухам, у них к тому же появится ребенок. И когда на Пандору возвращаются земляне, Джейк готов дать им отпор. Напомню, продолжение Аватара будет целых 4. Говорить в общем об этом можно долго, а хронометраж ролика не резиновый. Поэтому закончить хотелось бы 2 анимационными лентами. Конечно же, продолжений мультфильмов очень много, но мы остановимся на 2. Зверополис 2 — это понятно, куча кассовых рекордов, Оскар, высокие рейтинги и так дальше. Ну а второй сиквел моего самого любимого мультфильма «Семейка Крудс 2» запланирован он на 2020. Вот такой вот получился ролик. Ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик.
Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь интересными мыслями в комментариях. Мир вам и всего доброго!